Привет, это майор в отставке. Сегодня мы обсудим трагедию, которая не просто всколыхнула авиационное сообщество, но и добавила еще одну мрачную главу в книгу безответственности и цинизма российских властей. Крушение самолета под Октавой – это событие, которое уже вызывает множество вопросов, хотя, если быть честными, многие ответы лежат на поверхности. Достаточно лишь взглянуть на факты. Самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух», и, без сомнения, это результат действий российских сил ПВО. Ошибка? Возможно. Но что еще более предсказуемо, это реакция тех, кто несет ответственность. Вместо открытого признания – гробовое молчание, вместо извинений – поток грязной, циничной лжи. Кремль вновь демонстрирует свою способность мастерски избегать ответственности, даже когда истина бьет в лицо, как раскаленный металл. Путин молчит, будто трагедия произошла в другой галактике. А его приспешники бросают в медийное пространство дезинформацию о птицах, надеясь, что если повторить ложь несколько раз, она станет правдой. Очевидно, что человеческая жизнь для путинского государства – это не более чем расходный материал в их бесконечной игре в геополитику. Ракета, предназначенная для защиты, снова сбивает гражданские самолеты и становится инструментом убийства, а власть снова не видит в этом своей вины. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинских властей преступник и, разумеется, враг государства. Сегодня мы поговорим о крушении самолета азербайджанских авиалиний, что произошло на самом деле, поговорим о реакции российских властей, почему очередное крушение самолета стало очередным верхом их цинизма. Досмотрите это видео до конца, поставьте лайк и поделитесь им. И да, кстати, не забудьте подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, ставьте лайк и поехали. 25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, вылетел из международного аэропорта имени Гейдара Алиева. На борту находилось 67 человек, включая 62 пассажира и 5 членов экипажа. Полет начался как обычно, хорошая видимость, исправное состояние самолета, никаких тревожных сигналов. Однако маршрут, который должен был стать рутинным, вскоре превратился в трагедию. Подлетая к аэропорту Грозного, экипаж получил отказ на посадку из-за якобы ухудшения погодных условий. Густой туман существенно ограничивал видимость. Но проблемы вызвали не метеоусловия, а, скорее всего, атака дронов. По сообщениям местных источников, в районе Грозного военные вели борьбу с дронами, атакующими российские военные объекты. Были задействованы как системы ПВО, так и глушилки GPS и радиосигнала, что также становится ясным из переговоров пилотов с землей. Диспетчеры, вероятно, под давлением военных, запретили самолету приземляться. Но почему небо над этой частью России не было закрыто? Это существенный вопрос. Именно в этот период, когда самолет кружил над Грозным в ожидании разрешения на посадку, произошла катастрофическая ошибка. С высокой степенью вероятности самолет был поражен ракетой российского комплекса ПВО «Панцирь-С». Об этом говорят эксперты. Эта версия подтверждается анализом повреждений самолета, которые были зафиксированы на видео, снятом пассажирами из салона и уже после крушения. На кадрах видно, что обшивка самолета имеет характерные повреждения от поражающих элементов ракеты ПВО. И это явно невозможно объяснить простым столкновением с птицами, как первоначально предположил экипаж и на чем продолжает настаивать российская сторона. После удара, то есть, вероятно, взрыва ракеты, экипаж сообщил диспетчерам о том, что произошло столкновение с птицами. Именно так воспринял он удар ракеты, после чего запросил разрешение на аварийную посадку. Однако повреждения самолета были куда серьезнее, чем предполагал экипаж. Осколки ракеты, вероятно, повредили гидравлические системы, что значительно затруднило управление воздушным судном. На видео видно, что самолет получил множественные повреждения в задней хвостовой части. Именно там проходят важные узлы гидравлических систем, которые приводят в действие руль направления, рули высоты и стабилизаторы. Приближаясь к Октаве, экипаж снова запросил экстренную посадку. На этом этапе отказ гидравлических систем сделал самолет практически неуправляемым. Пилоты до последнего пытались удержать машину под контролем, судя по всему, пытаясь компенсировать потери управления двигателями, но критические повреждения оказались сильнее их усилий. В 11:30 по местному времени самолет потерпел крушение в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Октава.
При отказе гидравлической системы самолет сталкивается с критической потерей управляемости, так как гидравлика является основной силой, которая приводит в действие рулевые поверхности, элероны, закрылки, руль высоты, руль направления и тормозные системы. Без гидравлического давления пилот теряет возможность точно управлять траекторией полета, поскольку ручное управление этих компонентов требует усилий, которые значительно превышают возможности человека из-за аэродинамических нагрузок. В первые мгновения после отказа гидравлики самолет может сохранять относительную стабильность за счет аэродинамической инерции. Однако при любых попытках изменить положение машины, например, снизить высоту, повернуть или стабилизировать крен, пилоты сталкиваются с резким увеличением сопротивления. Если отказ произошел на высоких скоростях или в условиях сильной турбулентности, потеря управления становится практически мгновенной. При частичном отказе гидравлики, например, при сохранении одной из нескольких независимых систем, самолет может сохранять минимальный уровень управляемости. Экипаж обычно переходит на аварийные процедуры, пытаясь задействовать резервные насосы или переключиться на механические дублеры, если таковые предусмотрены конструкцией самолета. В современных самолетах предусмотрены системы резервного управления, такие как электрические или пневматические приводы, но их эффективность ограничена. В случае полного отказа гидравлики пилоты вынуждены использовать дифференциальную тягу двигателей для изменения направления и стабилизации самолета. То есть менять направление самолета путем изменения тяги на каждом из двигателей. Однако этот метод имеет множество ограничений и требует высокой квалификации экипажа. Время, в течение которого самолет остается управляемым, зависит от ряда факторов: типа отказа, конфигурации самолета, навыков пилотов и текущих условий полета. На крейсерской высоте пилоты могут удерживать самолеты в стабильном состоянии достаточно долго. Однако на этапе захода на посадку, где маневры становятся более интенсивными, управление может быть потеряно за считанные секунды. Embraer 190 – это надежный региональный пассажирский самолет, оснащенный 3 независимыми гидравлическими системами, которые управляют основными функциями. Это рулевые поверхности, закрылки, механизация крыла, шасси и тормозная система. Гидравлические магистрали проходят вдоль фюзеляжа, крыльев и хвостовой части самолета, соединяя насосы, баки и исполнительные механизмы. Эти системы обеспечивают управление элеронами, рулем высоты и направления, а также стабилизаторами. В центральной части крыла расположены магистрали высокого давления и центральный блок управления, насосы и приводы элеронов. В хвостовой части механизмы управления рулями высоты и направления. В носовой части узлы выпуска и управления шасси. При поражении ракеты магистрали гидравлики, вероятно, были разрушены, что вызвало утечку жидкости и быстрое падение давления, возможно, сразу во всех системах. Об этом говорит видео последних секунд жизни самолета. Там видно, что механизация крыла не выпущена, то есть экипаж даже не смог привести оперение самолета в посадочное положение. Классическим примером последствий отказа гидравлики является катастрофа рейса United Airlines 232 в 1989 году, где разрушение двигателя привело к повреждению всех 3 гидравлических систем. 19 июля 1989 года рейс UA-232 авиакомпании United Airlines, выполнявший полет на самолете DC-10, столкнулся с катастрофическим отказом гидравлических систем. Причиной стал разрыв диска вентилятора в хвостовом двигателе номер 2. Этот разрыв вызвал выброс множества обломков, которые повредили фюзеляж и разрушили магистрали всех 3 независимых гидравлических систем самолета. Потеря гидравлической жидкости привела к полной потере управления, так как в конструкции DC-10 управление рулевыми поверхностями полностью зависело от гидравлики. Обломки двигателя повредили основные магистрали высокого давления, проходящие в районе хвостовой части самолета. Эти магистрали связывали гидравлические насосы с исполнительными механизмами рулевых поверхностей, такими как руль высоты и руль направления. Также были повреждены трубопроводы, идущие к системам управления элеронами и закрылками. Разрушение трубопроводов вызвало быструю утечку гидравлической жидкости из всех систем. Резервная система, обеспечивающая независимость 3 гидравлических систем контуров, не смогла справиться с повреждениями такого масштаба. В результате все рулевые поверхности самолета стали неподвижными, что сделало стандартное управление невозможным.
Экипаж оказался в беспрецедентной ситуации. Без гидравлики пилоты были вынуждены использовать единственный доступный способ управления самолетом, то есть изменение тяги двигателей номер 1 и номер 3, расположенных под крыльями. Это позволило им частично контролировать крен и курс самолета, однако стабильность полета оставалась минимальной. Любое резкое движение могло привести к потере контроля. После потери гидравлики самолет стал нестабильным и неуправляемым, но экипаж смог направить его в аэропорт Су-Сити в Айове. При заходе на посадку пилоты столкнулись с невозможностью точного маневрирования. Самолет вошел в полосу на слишком высокой скорости и с большим креном. При ударе о землю произошел разлом фюзеляжа, а затем возгорание. Из 296 пассажиров на борту погибло 111. Сходство с крушением самолета Embraer 190 под Октаву очевидно. Оба случая связаны с повреждением жизненно важных систем управления хвостовой части самолета. В случае с Embraer 190 предполагается, что ракета ПВО «Панцирь-С» вызвала множественные разрушения в районе хвоста, включая, вероятно, пробитие магистрали гидравлической системы. Как и на рейсе UA-232, повреждения гидравлических систем могли привести к утечке жидкости, полной потере давления и невозможности управлять рулевыми поверхностями. Экипаж Embraer также, вероятно, пытался использовать дифференциальную тягу двигателей для частичного управления, но это малоэффективно при низкой высоте и нарушенной аэродинамике. Самолет разрушился при ударе о землю и загорелся. Пожар охватил значительную часть обломков, но благодаря героическим действиям экипажа задняя часть самолета получила меньшие повреждения, и люди, находившиеся там, выжили. Из 67 человек на борту 38 погибли. Но давайте поговорим о действиях наземных служб в России во время этой трагедии. А вот здесь мы видим верх цинизма. Это, наверное, такая фишка, уникальная фишка российских властей, чиновников и всех, кто находится на цепочке вертикали власти. Несмотря на очевидные признаки бедствия, несмотря на то, что те, кто выпустил по самолету ракету, то есть военные, прекрасно понимали и оценивали ситуацию, зная, что самолет был поражен ракетой и что он терпит бедствие, даже в то время, когда сам экипаж все еще не осознавал реальной картины, российские диспетчеры, вероятно, по всей видимости, продолжая следовать указаниям военных, отказали терпящему бедствие самолету в разрешении на посадку во всех российских аэропортах. Вместо этого обреченный самолет заставили лететь на расстояние более 400 километров через Каспийское море в Октаву, в другую страну. На что надеялись эти циничные твари, дававшие указания и исполнявшие их? На то, что самолет рухнет в море, и это скроет неудобные подробности происшествия, скроет их преступления и не даст разрастись международному скандалу. А ведь если бы самолету дали экстренную посадку, то, вероятно, он смог бы безопасно сесть на ближайшую полосу. Потеря гидравлики в некоторых случаях может быть не мгновенной. Как я понимаю, все зависит от скорости потери жидкости, и у экипажа была бы возможность выполнить более безопасную посадку и выжить. Видео из салона, снятое пассажирами, стало одним из ключевых свидетельств трагедии. На записях четко видны повреждения от осколков и в обшивке и внутренних поверхностях самолета. Кроме того, кадры уже упавшего самолета четко демонстрируют повреждения от поражающих элементов снаружи судна. Эти кадры разносят в щепки официальные заявления российских властей о столкновении с птицами и подтверждают версию о поражении самолета ракетой. После крушения самолета под Октаву реакция российских властей ожидаемо была далека от открытости и честности. В первые часы после трагедии российские официальные лица, включая представителей Минобороны и гражданских диспетчеров, избегали комментариев. Даже при наличии очевидных свидетельств, указывающих на возможное попадание ракеты ПВО, официальные заявления сводились к стандартным версиям о якобы технической неисправности, столкновении с птицами или ошибки экипажа. Сам факт того, что самолет был поражен ракетой, очевидно, не стал неожиданностью для военных, ведь это произошло в зоне действия их систем ПВО. Однако вместо того, чтобы признать трагическую ошибку, власти выбрали путь молчания и манипуляций. Более того, есть основания полагать, что российские военные через гражданских диспетчеров активно, я подчеркиваю, активно препятствовали спасению лайнера, запретив ему аварийную посадку в Грозном, вероятно, пытаясь скрыть следы своих фатальных действий. Сразу после крушения ряд государственных СМИ начал распространять информацию о том, что причиной катастрофы могли стать якобы технические неисправности, которые якобы были обнаружены еще до вылета из Баку. В
ход пошли заявления о возможном столкновении с птицами, которые, как утверждают эксперты, не могут вызвать таких повреждений, какие были зафиксированы на кадрах с места событий. Параллельно с этим выдвигались версии о неправильных действиях экипажа, что, как всегда, выглядит удобным способом снять ответственность с тех, кто контролирует военное небо в России. Все эти версии не подкреплены доказательствами, но активно используются, чтобы отвлечь внимание общественности от реальных причин трагедии. Информация о возможном поражении самолета ракетой российским ПВО быстро распространилась за пределами Казахстана и России. Международные авиационные эксперты и правозащитные организации обратили внимание на видео и фотоматериалы, подтверждающие повреждения, характерные для попадания осколков от ракеты класса «Земля-воздух». Трагедия вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи обсуждают не только сам факт катастрофы, но и поведение властей. Многие задаются вопросом, если власти знали о бедственном положении самолета, то почему они не предприняли никаких реальных мер для его спасения? Почему диспетчеры отказали в посадке в Грозном и других аэропортах, зная, что самолету грозит неминуемая катастрофа? Родственники погибших и выжившие пассажиры требуют честного расследования. Трагедия с рейсом MH17 в 2014 году, когда малазийский Boeing 777 был сбит над Донецкой областью Украины, стала символом безответственности и лжи российских властей. Несмотря на многочисленные доказательства причастности России, официальный Кремль до сих пор отрицает свою вину, распространяя дезинформацию и пытаясь переложить ответственность на других. Этот случай остается ярким примером циничного отказа от ответственности даже в условиях очевидных фактов. Трагедия под Актау вызывает тревожные параллели. Снова гибнут невинные люди, и снова российские власти выбирают молчание, ложь и манипуляции вместо того, чтобы признать ошибки. Возможно, на этот раз, в лучшем случае, оправдания будут строиться на сложной ситуации с украинской атакой, но вся ответственность в любом случае лежит именно на российских властях. Это Путин и его режим развязали преступную войну, превратив Россию в страну-агрессора и подвергнув риску еще и граждан других государств. Если даже ракета была выпущена для отражения атаки украинских дронов, то это лишь очередное доказательство того, что агрессивная политика Кремля ведет к смертям мирных людей. Без этой войны не было бы ни атаки дронов, ни необходимости применять ПВО в гражданском воздушном пространстве. Украина имеет право использовать для самообороны любые доступные средства. Весь этот замкнутый круг лжи и трагедий – прямое следствие преступных решений Кремля. Неудивительно, что в таких условиях международные авиакомпании отказываются от полетов в российское воздушное пространство. С 28 декабря Азербайджан Airlines приостанавливает рейсы в несколько российских городов. Израильская национальная авиакомпания также временно прекращает полеты в Россию для оценки ситуации. Еще одна авиакомпания Казак Air приостановила полеты в Екатеринбург. Это казахстанская авиакомпания. Список государств и компаний, которые прекращают полеты в Россию, неизбежно будет расти, я так думаю. Россия становится зоной высокого риска для гражданской авиации, и это прямое действие ее агрессивной политики. В отличие от России, другие страны признавали свои ошибки при случайных сбитиях гражданских самолетов. В 1988 году США признали, что их военный корабль по ошибке сбил иранский пассажирский самолет. Даже Иран в 2020 году взял на себя ответственность за сбитие украинского Boeing 737. Эти шаги хоть и не вернули жизни погибших, но показали готовность признать ошибки и обеспечить меры для предотвращения подобных трагедий в будущем. Российские власти, напротив, выбирают ложь, манипуляции и попытки уйти от ответственности, что делает небо над Россией смертельно опасным. Политика Кремля продолжает разрушать репутацию страны, изолировать ее от мира и подвергать риску невинных людей. Трагедия под Актау – это не случайность, а прямой результат преступных действий режима Путина в России. И чем быстрее на нем будет поставлена точка, тем больше жизней можно будет спасти. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Высказывайте свое мнение на эту тему в комментариях и ждите новых полезных и интересных видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.